Судьбоносное знакомство на пороге. Что же из этого получится? Давайте-ка смотреть. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Но опять-таки к нам пришел жезловый король, то есть это вы, да, это человек страстный, человек ревнивец. Вы такой ревнивец, что, ну, я думаю, женщины намучились с кем-то из вас вот именно из-за ревности. Здесь человек очень целеустремленный, вы человек действия, вы человек слова. Вы никогда не будете бросать слова на ветер. Для вас это будет для самого как-то даже непорядочно, некомфортно. Да? Вы считаете, что мужчина, если пообещал, то так тому и быть, он все сделает. У кого-то из вас проигрывается очень сильное разочарование в чем, либо же в ком. Разочарование здесь в семье, скорее всего, постигло. У кого-то проигрался разрыв уже, да, то есть вы порвали с женщиной отношения, потому что она настолько вот причинила вам боль, такое сильное разочарование, которое вы не смогли забыть и не могли простить ей. Мы не будем сейчас разбираться, да, у каждого своя история, ну то есть здесь человек, который разочарован вообще, возможно, в женщинах, не только вот в своей конкретной какой-то даме, да, возможно, разочарование в институте семьи вообще как таковом. Вы можете это видеть не только по своим каким-то примерам, а по друзьям, приятелям, по их историям, да, вот можете сказать, ну, то есть думать так, что, в общем-то, мир перевернулся, ничего не ценится, семья не ценится, да, вот институт семьи, как бы он уже себя изжил. Напишите в комментариях, у кого это есть, ребят. Вот как вы считаете, изжил себя институт семьи или же нет? Потому что сейчас и я тоже вижу, ну, все больше как-то и молодежь стремится к свободным, к легким каким-то отношениям. Да? Никто не хочет брать ответственность, детей родить. Ну, как-то вообще действительно мир переворачивается. Вы человек на самом деле, который когда-то очень сильно ценил семью, да, вы семейный, вы не гуляка абсолютно, вот, ну не гуляка, ну ни разу. Вы даже если, допустим, женились, вы думали, что все это раз и на всю жизнь, вы будете там, я не знаю, до гробовой доски вместе, в счастье, в радости, в любви, правда? Вот напишите, ребят. Но потом настигло разочарование. У кого-то из вас, возможно, появились мысли после этого вашего разочарования, разрыва с женщиной, что таким, как раньше, я уже не буду. Вы можете даже внутренне принять решение для себя, что я никогда не позволю больше собой манипулировать, особенно женщинам, потому что вы это уже пережили. Когда-то вы могли быть таким, ну, белым пушистым, с женщиной, покладистым, да, потому что любили. Но очень быстро заметили, что женщина начала вами манипулировать, играть на ваших чувствах, много чего себе позволять, борзеть по полной программе. А все потому, что вы проявили некую слабость, мягкость из-за того, что любили. И в этом ничего плохого нет на самом деле. Но из-за того, что вы получили эти плевки в душу, вы для себя и решили, что нет, я больше не хочу так, я больше не хочу, чтобы мне плевали в душу, а тем более женщина, которую я люблю, да? Поэтому здесь достаточно серьезная психотравма. Да, у многих из вас были обманы в отношениях, обман, предательство. Серьезные перемены в жизни, с чем связаны, причем стремительные. Стремительные перемены. У кого-то из вас, да, женщина либо же ушла к другому, либо же у кого-то может проиграться, кстати, что вы уже довольно скоро повстречаете свою, либо уже наметили какую-то женщину, может проиграться, поскольку это общий расклад, либо уже какая-то женщина вам очень сильно нравится, притягательная, с которой вы познакомились где-то, либо компания, какое-то увеселительное заведение, и женщина очень сильно вас притягивает, поэтому у вас, в общем-то, кардинальные перемены. У кого-то в разводе, у кого-то идет, что вы начинаете вступать в новые отношения.
либо же вот-вот уже в одном шаге от них. Но, вступая в новые отношения, все равно у вас пунктик только бы не предала, да, только бы снова не наступить на те же грабли. Эта тенденция у нас переходит из расклада в расклад, если вы заметили, да, потому что, ну, мало того, что одинаковые ситуации у многих из вас, да, поэтому нам не удивляйтесь, если какие-то моменты показаны довольно часто, да, вот из расклада в расклад, потому что, ну, ситуации не меняются, если одни и те же люди большинство смотрят. Поэтому ужасный страх предательства. Вы теперь, знаете, вы перестали действительно как-то доверять людям. И это не только женщины. Это вообще вот какое-то недоверие к людям, что ли. Да, здесь однозначно многие из вас после разбитого сердца, после предательства, у многих это любовный треугольник был, вы начнете жить с чистого листа. Боже, я уже заговариваюсь, да. Кто-то из вас думает о смене, вообще кардинальной смене вашей жизни. Может быть, кто-то профессию хочет поменять, кто-то уехать, да. Кто-то, может быть, даже поменяет совершенно направление в работе. Не там, где вы когда-то работали, да, такое кардинальное. Это может быть даже учеба, там курсы какие-то вы пойдете, закончите. Но захочется что-то поменять. Вот душа будет требовать новшеств. Так, ну это если коротко, мои хорошие, давайте-ка теперь ближе к раскладу. Что же за судьбоносное знакомство вас ждет, да? Так, ух ты, и сразу же у нас влюбленные выпадают. Знаете, у кого-то это может проиграться, что ваше знакомство будет связано с работой. Это не служебный роман. Но как-то вот, либо же это может проиграться по дороге на работу, по дороге с работы. У кого-то действительно это может как-то вот пересекаться с какими-то рабочими моментами, но это не коллега ваша. Это может быть, ну я не знаю, смотря какая работа, конечно. Это может быть знакомство в командировке, это может быть знакомство, может быть, женщина, она клиентка ваша будет, да, по работе. Ну, то есть, либо же какие-то финансовые операции, опять же, рабочие моменты будут с этой женщиной. Ну, то есть, здесь очень тесно вопрос работы. Значит, я вам скажу так. Эта женщина, я не скажу, что она прям как стрела Амура войдет в ваше сердце. Но даже уже после первой встречи вы заметите какие-то вот изменения, да, вы поймете, что да что такое, почему я думаю. Я один раз, может быть, с ней общался, но я почему-то думаю и думаю о ней. Вы не один раз, вы частенько, в принципе, пересекаетесь с этой женщиной. Напишите, кто понимает, о ком я говорю. Чем больше вы будете пересекаться, вы можете вот эти вот какие-то рабочие, финансовые такие вот моменты, да, вы можете как-то вот постепенно в романтическое русло переводить. Но опять же, это будет осторожно. Если это в дороге, допустим, там на работу, с работы, это точно так же. Вот, знаете, как будто женщина вас, ну и не то чтобы там караулит где-то на остановке, но вот именно по воле высших сил вы будете часто пересекаться, либо же в транспорте. Даже если вы там пешком ходите на работу, вот как-то вы будете все равно по дороге, возможно, пересекаться. У каждого просто будет своя ситуация. И вы точно так будете постепенно переводить вот в романтическое русло эти отношения. Но почувствуйте, что да, вот что-то меня зацепило, да, я не пойму, что-то со мной происходит, как-то я так думать про нее начал, да, может быть, даже скучать немножко начал. Ну так, опешите немножко, да. Так, что же будет дальше? Это поначалу вы будете тормозить, а потом отношения начнут очень быстро развиваться. Но вы сразу же не будете их афишировать, вы будете банально даже бояться сглазить, потому что многие среди вас очень суеверные люди. Будете как-то втайне даже от друзей, от близких держать эти новые отношения. Но женщина очень быстро перейдет в разряд любимой женщины, потому что увидите в ней, вот вы как-то душу ее заметите, да, вот не именно, не только внешность, а вот вы влюбитесь скорее в ее душу. Вот у нее красивая душа,
Есть не некая такая и самоуверенность, но это такая здоровая, хорошая, адекватная самоуверенность. Есть доброта, которая она исцеляет, такое не исцеляет, а излучает, да. Есть в ней такие черты, как женственность. Вот на нее смотришь, и вот прям чувствуешь каждой клеточкой, что она, ну, женщина. Она одета как женщина. Не так, как у нас сейчас многие, да, одеваются. Джинсы, спортивный костюм, там, да, это удобно, но это как-то не особо женственно, правда? А это будет, ну, такая девочка, настоящая прям женщина, да, с платьями, с юбками. Плюс ее душевная доброта очень сильно вас зацепит. Будет какая-то ситуация у вас, когда вот вы очень четко увидите ее именно доброту. Может быть, она кому-то поможет, может быть, она ну, как-то себя проявит в какой-то ситуации, что вы увидите ее с другой стороны, поймете, какой же она такой эмпатичный, добрый, сострадательный, может быть, человек. Да? Это очень сильно вас зацепит. Женщина хорошая кулинарка. Кулинарша, как правильно напишите. Может проиграться водного знака зодиака, ярко одевается, может любить аксессуары разные, там какие-то яркие, не знаю, сережки, заколки, браслетики, кольца. Ну, то есть у всех свои предпочтения. Яркая одежда, обувь, ну, то есть такой, как попугай, в общем. Яркая женщина. Яркая и страстная. Ну, вы, конечно, будете ее хотеть как женщину, это однозначно. Но то, что вы влюбитесь в душу, это факт. Семейная карта. Семейная карта. Ну, я так и думала, в принципе. У тех из вас, кого еще нет детей, с ней могут получиться лялечки. Еще и не одна, между прочим. Гармоничные, теплые отношения, которые будут вести вас к такому, знаете, внутреннему счастью. Состояние счастья, которое многие из вас могут даже до сих пор не испытать. Вот спросить, что такое счастье, да, для каждого из вас. У каждого это что-то свое. Но вот с этой женщиной в этих отношениях у вас будет именно ощущение счастья, вот какой-то гармонии. Вы, может быть, даже не сможете объяснить, что со мной происходит, но я понимаю, что мне кайфово с этим человеком. Я понимаю, что мне не хочется не кричать, мне не хочется ничего выяснять, мне не хочется с ней ссориться, а хочется ее холить, лелеять, беречь, на руках носить, вкладываться. То есть, ну, вот такое вот приблизительно состояние у вас с ней будет. Здесь могут быть какие-то дальние поездки. У кого-то это отдых, может быть, у кого-то это знакомство с вашими, может быть, дальними там родственниками, которые далеко живут. Может быть, это родители, там братья, сестры. Очень активное времяпрепровождение. Вообще вы такой, знаете, вы станете, как бы это правильно назвать, не то чтобы угодливый такой, но вам это будет в кайф, вот угождать как-то. Вам будет в кайф что-то делать для этой женщины, все потому, что она будет любимой, да, кубковая королева – это всегда любимая женщина. Это не будет игра в одни ворота, ни в коем случае, не переживайте. Так, еще что будет? Какой-то период у вас будет, смотрите, опять же, у каждого это будет свой период, когда вот навалится, ну, знаете, может быть, куча бытовых каких-то проблем. У кого-то это могут быть еще по работе, да, ну, то есть какие-то переживания. Вот эта женщина, она также покажет себя во всей красе именно в какие-то сложные периоды вашей жизни. Либо же, когда вы там приболеете, либо когда будете о чем-то переживать, вот вы будете там, может быть, по какой-то причине без настроения, такое апатичное бывает, знаете, вот настроение, когда ничего не хочется. Ну, бывает, накрывает. Все живые люди. Она настолько покажет себя такой толерантной, очень заботливой. Именно в сложные моменты вы увидите, вот, и особенно убедитесь, сложные такие моменты, либо моменты, когда вы приболеете, там, ну, банальная простуда даже.
увидите всю ее заботу, всю ее такую самоотдачу, самопожертвование. И знаете, вот именно после этого вы влюбитесь еще больше. Я думаю, после этого случая вы 100% решите, что все, я женюсь, я хочу быть с такой женщиной, я хочу ее, ну, как бы, держать возле себя под крылышком и больше никому не отпускать. Будет, конечно же, сумасшедшая ревность к ней. Она будет нравиться мужчинам. Ну, то есть вы будете видеть, что на нее бросают там взгляды мужчины, там оборачиваются на нее, а вы ревнивец. Поэтому, конечно, страсти будут кипеть, бурлить. Хоть, в общем-то, повода она никакого давать не будет. Эта женщина у кого-то даже проиграется, что она будет вашим таким ну, не покровителем, а талисманом, что ли. Вот с ней у вас как-то начнет налаживаться ваша жизнь. У кого-то денежка попрет, у кого-то вот внутреннее ощущение, состояние поменяется, расправятся крылья. У кого-то, кстати, из вас могут даже вот пройти болячки вот неизвестным таким магическим способом, либо же вы их просто не будете замечать, потому что будете кайфовать с этой женщиной. Но здесь улучшение и психоэмоционального состояния. И те вещи, которые вас когда-то ранили, тяготили, они покажутся вам вообще такими незначительными. Те из вас, которые не могли отпустить свое прошлое, либо же там, знаете, ностальгировали, вспоминали бывшую женщину. Вот вы просто перелистнете эту страницу, потому что новая женщина, она настолько заполонит вашу душу, ваше сердце, и просто прошлому уже не останется места в ваших мыслях. И вы, ну, как бы с облегчением вздохнете, потому что кто-то из вас, ну, очень часто, возможно, вспоминал именно прошлые моменты до появления, вот, конечно, новой женщины. Поэтому, мои хорошие, это такая радость, это такое счастье, это действительно судьбоносное знакомство в вашей жизни произойдет. Жизнь перевернется, но перевернется в лучшую сторону. С ней вот вы будете кайфовать, с ней вы будете светиться, у вас будут глаза сиять от счастья. С ней вы будете в такой вот абсолютной гармонии, внутреннее спокойствие. Не нужно напрягаться, не нужно что-то выдумывать. Вот вы будете такой, какой вы есть. И это на самом деле, это очень здорово, когда есть человек, с которым можно быть самим собой, не нужно держать марку, что вот я такой сильный, да. Иногда и мужчине хочется тот самый тыл, да, свою женщину, которой можно просто прилечь, да, вот на колени, грубо говоря, там, прижаться, обнять и просто вот как-то расслабиться, почувствовать себя, может быть, даже в каком-то смысле слабым, чего многие мужчины так боятся, правда? Но иногда хочется снять эти доспехи, побыть самим собой, но для этого нужна женщина, которая поймет вас, поддержит, утешит. Она не будет говорить, что ты там такой слабак, да ты ничего не умеешь, ты ничего не знаешь. Но это на самом деле кайф, вот поэтому я могу вас только порадовать, у кого это срезонирует. Настраивайтесь обязательно все, да, но опять же многое зависит и от вашей силы мысли, от вашего настроя. Вы знаете, что карты это не всесильная система, Таро это как бы подсказчик, это показатель того, что может быть. Но если вы ничего не будете делать в своей жизни, знаете, под лежачий камень вода не течет. Если вы будете сидеть дома и просто мечтать, что женщина свалится вам на голову, такого не произойдет. Я открою вам секрет. Поэтому действуйте, думайте, притягивайте к себе в свою жизнь своими мыслями вот такую прекрасную женщину. И она обязательно появится. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!